О, медведь рыл. Мой перекусик. Да, котяра? Скалы тут такие красивые. Надо летом сюда с ночевкой, с палаткой прийти. Еще не знаю, что меня там ждет. Опасно. Сейчас темнеет рано. Спускаюсь с горы. Очень крутой. Бегу, снимаю мало. Косуля копала. Искала вкусняшки. Вот ее следы. Свеженькие, мне кажется. Как я не люблю кусты малины. Саму малину люблю, а кусты это что-то. Опять снег в этот сапоги. Теперь главное, чтобы изба была рабочая, так сказать. Она заброшенная. Туда редко-редко кто бывает заходит. Старые Мишанины промыслы. Изба где-то недалеко. А пока непонятно. Ее вот даже в 50 метрах не видно из этих зарослей, завалов. Фу, я уже устала, вся вымокла. Хочется уже ее найти. Я пока ее не вижу вообще нигде. Вот она, изба, я ее вижу. Сейчас бы еще мне перелезть вот эту упавшую пихту. Я у избы. Прям уже у избы. И все завалено.
куртку устряпала. Ё-моё. Там жесть полная. Капец просто. В общем, вот эта штука упала сверху. Я не знаю, как еще вот это вот выдержала. О, нет. Тут нереально остаться. Все, капец, избе. Ё-моё. Опасно находиться тут. Жесть. Жесть. Вот эта балка, она, получается, вот отсюда выпала. И вообще сейчас мне стоять здесь, конечно, опасно. Все, блин, жалко избу. Печь такая вообще отличная. И все-то тут есть. Просто кошмар. Вот вообще все, она вся разрушилась. Тут вообще, ну, невозможно остаться. Все. Опасно. Вот, кстати, я когда-то снимала те ребята, которые ее строили. Тут было 2 этажа. Такая классная изба. Печалька. Вот даже инструменты есть. Вот это топор вон хороший лежит. И выдерга. И дрова, ё-моё, дров-то. Сколько, а? Вот такая разруха. Просто разруха в избе. Я-то думала, здесь можно переночевать. Года 2 я здесь была назад. И она еще, ну, можно было переночевать. Уже начала разрушаться. Но она вот так вот не отходила. То есть вот эта стена, она вот-вот упадет. Все, не будет этой двери, входа этого. Может быть, даже я последняя, кто эту избу снимает вообще. Такие дела. Такая печаль, ё-моё. Я думала переночевать здесь. Печь-то вообще отличная. Печь наверняка работает. А сама изба, все, капец, ей пришел. Что делать? Надо идти в другую избу. Время где-то 4 часа. Не знаю, засветло дойду я туда или нет. Постараюсь быстрее, пойду без съемки. Потому что, ну, это капец. Сейчас я еще пока выберусь отсюда по этому бурелому, по этому снегу. Я вся мокрая. Ну, вот так вот бывает. Такие дела. Такая разруха. Такая изба. Все, прощай, изба. Прощай, изба. Блин, жалко. Очень жалко. Она вся сгнила просто. У нее крыша, видимо, прогнила, и все. И от крыши все начинается. Все, надо уходить. Надо уходить. Изба в любой момент может обвалиться. Ох, как я на тебя рассчитывала, изба. Я не ожидала, что она прям так сильно прогнила. Жалко. Жалко. Все, прощай, изба. Маловероятно. Ее восстановить вообще просто невозможно. Только новую строить. Все, можно сказать, она умерла. К сожалению. Сниму на прощание еще избушку. Так она выглядит со стороны. Вот такие вокруг завалы. Вот здесь когда-то было костровище. Вот лавка, тоже сгнившая уже. Можно сказать, развалившаяся. Как тут, наверное, когда-то было хорошо. Ну а теперь надо ломить. Просто ломить.
Снимать я не буду, наверное, дорогу не, наверное, а точно. Потому что уже поздно. Я вся мокрая. И надо до темноты успеть. Ой. Опа. Обратно по своим следам так хорошо идти, что ты уже не думаешь, куда тебе. А именно повторяешь свой путь. Все. Куртка, кстати, выглядит мокрой. Она сверху очень мокрая. А внутри сухая. Очень мне нравится вот эта куртка. Я ее вообще обожаю. Ой, я просто уже устала, реально. Что-то налазилась. Вся иду уставшая, насквозь мокрая. Под курткой я сухая, а штаны все мокрые. У меня варежки даже насквозь все мокрые. Так вот, куртка бренд Росомаха, магазин Покров. Можно заказывать в другие города. Изба. Как я рада тебя видеть. Трава есть, это хорошо. Мне, наверное, не до съемки будет. Поэтому, не знаю, может завтра ее утром покажу, если никто не придет. Сегодня, наверное, буду так совсем мало. Все мокрое. Нужно печку топить, нужно дров добыть. Не знаю, сегодня я их буду добывать или завтра. Здесь дрова есть. Кстати, когда человек приходит вот такой весь мокрый, уставший, он имеет право взять первую партию дров. То есть он может взять, чтобы согреться, обсушиться, а потом уже обязательно нужно восполнить дрова. Вот, допустим, как я вся мокрая пришла, уже вечер, уже темнеть начинает. Я могу взять немножко дров, затопить печь, просохнуть, просушить свои вещи, отдохнуть с дороги. Я капец как устала. Вот, а потом надо восполнить обязательно дрова. Ну вот сейчас мне еще нужно за водой сразу сбегать, пока я еще такая, знаете. Но первым делом я затоплю печь, чтобы оно пока нагревалось тут. Таких пару чурок хватит, чтобы согреться. Так, надеюсь, разгорится.
какой-то. Печка не горит. Странно. В избе еще холодно. Я тут долго провозилась, достаточно долго с печкой. Никак она не хотела разгораться. В избе еще холодно. Я вот стою, греюсь, верчусь. Все мокрое сняла, надела термобелье. Вот это все, что у меня было сухое. Хорошо, у меня хоть сменная обувь есть с собой. Все сушится тут. Ну, форс-мажор, что сделаешь? Такое бывает. Вот именно для таких форс-мажоров во всех избах дрова и оставляют люди, и я в том числе. Чтобы вот так человек мог прийти и подсушиться и согреться. Я ж не собиралась в эту избу. Вот и чайничек закипел. Ой, как хорошо. Тут мыши похозяйничали. Сейчас я поем. Все это, наверное, сжечь надо. После мышей ничего нельзя трогать, оставлять. Чай. Тут они вон халву съели. Вот зачем еду вот так оставлять? Ну, я не знаю. Вот пряник они весь съели. Погрызли. Все тут погрызли. Вот такое вот можно оставлять в банках. Мыши это не тронут. Ну, только что медведи могут. Тут еды вообще, чая всякого, кофе даже есть, ничего себе. Да, изба такая посещаемая, добротная, огромная, очень старая. Мой ужин. Что-то я решила съесть лапшичку. Это сушеная рыбка, печеньки, тут кедра кофе. Знаете, иногда так трещит второй этаж, вот вверх, что как будто кто-то ходит там. А я же туда еще, кстати, не поднималась, я даже не смотрела, что там, там так темно и мрачно.
Ну вот так вот я буду здесь спать. Решила постелить, чтобы тут нагревалось. Буду ногами к трубе. Тут трубы вообще тепло, ноги будут у трубы, чтобы мне было теплее спать. Вот такой тут второй этаж. Он просто огромный, просто пол. И на нем просто люди спят. В эту избу любят приходить, ну, такими большими группами. Там лыжники, походники. И они здесь на втором этаже полностью, там человек 15 может лечь. Так ночуют. Сидят тут за большим столом. Праздники празднуют. Такие дела. А я еще пойду чаек попью. А свет надо взять. Знаете, там намного холоднее. Вот я сейчас прям поднимаешься, там холод чувствуется. А тут уже даже жарко. Можно даже жилетку снять. Вообще. Очень быстро изба, получается, прогревается. Но второй этаж медленнее. А первый этаж вообще быстро. Я вот, считай, не добавляла практически только свои дрова. А я там добыла такие не слишком толстые. И нормально, вот печка до сих пор горит, и в избе уже вообще тепло. Я думаю, даже я и, в принципе, чужих дров-то, я считаю, не взяла. Совсем чуть-чуть. Такие дела. Устала сегодня вообще. Неожиданно для меня пришлось мне идти сюда. А я уже, когда до туда дошла, я уже что-то вымоталась. И вся еще промокла, вот это тоже немаловажный фактор. Я еще мерзну сильно. Особенно если намокну. И все. Я думаю, я сейчас дойду до той избы и там печку растоплю. Вот. Ну, и силы бы остались, и дров заготовить, и все. Хотя там дров вообще полно. А тут уже никаких сил нет. Ни дрова заготавливать, ни что-то искать там по ночи, ни вообще ничего. Все. Хочется уже лечь. Ноги, чтобы отдохнули. Дрова почти прогорели. Чуть-чуть осталось. Я сейчас свои, которые... Ну, у меня такие тонкие остатки докидаю. И этого достаточно, потому что в избе уже даже жарко.
лестницы для каких-то великанов просто. Я еле-еле по ним поднимаюсь, там такая высота вообще. Ой, как хорошо, сейчас будем спатенькие. Ой, даже здесь теперь жарко. Жарковато. Фух. Ну все, всем спокойной ночи, до утра. Хорошо. Все хорошо, что хорошо кончается. Но я надеюсь, еще ничего не заканчивается, а только начинается. Такие дела. Я не буду пока свет выключать, потому что, конечно же, я поваляюсь сначала, а потом буду засыпать. Ой. Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше. Доброе утро, земля. Как же неохота вылазить из теплого спальника. Ой, ну в принципе, где-то кождубак терпимо. Надо вставать, делать дела. Ночью мне мышь мешала спать. Бегала такая наглая, она людей не боится. Что-то и внизу там шуршало, гремело. И здесь прям ко мне подбегала. Я ее по полу постучу, чтобы она убежала, потому что все боялась, что она мне на лицо залезет. Потому что в таких избах посещаемых мыши такие наглые, они бывают даже на лицо залазят. Вот. Ну ничего, потом вроде она угомонилась, и я уснула. Все. Встаем, делаем дела, сильно рассусоливать нельзя, иначе я потом не успею на электричку. Дел там много. Здесь прохладнее внизу. Наверху все-таки потеплее.
такой бодряк. Как вы помните, печку я решила не топить с утра. У меня в термосе горячий кипяток. Термос хороший, он всю ночь держит хорошо. Сейчас я заварю себе кашу поесть. Пойду быстренько пильну дров хоть немного. Ей надо бежать. Путь не близкий. Надо рассчитывать, чтобы на электричку успевать. Хочу снять избу. Так у меня вчера все просыхало, сегодня все холодное уже. Вот. Видно, что тут компаниями приходят. Столько вот кружечек всяких. Даже таких старых зайчиков. Всякие интересные приколюхи. Тарелок много. Тазы даже есть. Ведра, кастрюльки. Ложки, вилки. Все есть. Доски разделочные. Всякие приправы там. Ой, елки-палки. Даже морал. Чуметь. Чего тут только нет. Интересная изба такая. Тут правило есть. Дорогие гости, после себя оставлять в избе полный порядок, чисто вымыть посуду, ведра, кастрюли, сковородки, подмести пол, отмыть стол. Ну, это те, кто группами приходит, мусорит. Закрывать окно на втором этаже. В журнале не рисовать, писать не пропуская страницы, писать только по существу. Мусор в туалет не бросать. Есть мусорная яма по тропе в туалет. Весь сухой мусор, пластиковые бутылки, пакеты сжигать в костре, жестяные банки обжигать в огне и плющить топором. Хозинвентарь, топоры, пилы по лесу не разбрасывать, оставить на место. Стеклянные бутылки и банки уносить в город. Не курить в избе, это и дебилу должно быть понятно. И действительно, будьте осторожны, здесь видели медведя. Коллектив Ермак. Такие тут картины даже висят. Это вот, видимо, поздравляли кого-то, может, даже хозяина. Вот такие вот масляные даже картины, как будто бы натуральные. И бревна, обратите внимание, какие огромные бревна. Они уже такие засаленные, гладкие. Видно, что им много-много лет. Лестница тоже такая уже гладенькая стала. И лавка. Лавка огромная, толстенная. И тоже засаленная. И стол, главное, для больших-больших компаний. Представляете, какие огромные, толстенные, даже по сравнению со мной бревна. Это как вот эту избу строили? А строили ее в такие времена, где, знаете, не было такой техники, как сейчас. И вообще сюда, вот эта тайга дикая, тут техники не подъедешь. Не знаю, это как они придумывали тут какие-то, что они сюда тащили, чем они эти бревна закидывали. То есть ей уже очень много лет, за ней хорошо смотрят, и поэтому она в таком хорошем состоянии. Вот у меня там, знаете, писали до этого, что эта изба долго не простоит. Ну, как всегда, умных-то много. Долго не простоит, ветра ей там будут мешать, все там у нее тут упадет, все рухнет, все как-то. Она недостроенная вообще. И люди, как всегда, больше всех все знают. Эта изба уже стоит столько лет и хорошо функционирует, все у нее хорошо. Я, кстати, думала уже, что я в другой избе буду ночевать. Взяла с собой 2 свечки из своей избы. Оставлю здесь подарок. Здесь они точно пригодятся. Ой, холодно, я начинаю замерзать. Надо двигаться, надо покушать и быстренько идти пилить да собираться домой. Пока буду пилить, согреюсь.
Ну, дров я заготовила даже больше, чем взяла. Взяла я совсем чуть-чуть. Теперь моя душенька спокойна. Они сверху немного влажные, но внутри они сушайшие. Влажные, потому что дождь, погода у нас такая, потеплело, все тает, поэтому сверху они влажные. Они быстро обсохнут. Я их специально в избу занесла, чтобы они обсохли. В избе довольно тепло, ну, по сравнению с улицей.
Воду оставлять в чайниках и канистрах нельзя. Она замерзнет, это может повредить эту посуду. Чайник вообще начинает ржаветь. Всегда надо из чайника вливать воду. Я, кстати, пришла, в нем было немного воды, и уже ржавчина внизу появилась. Пришлось его отмывать. Вот. Сейчас еще подмету, стол протру. Хотя я тут и не морала ничего, сильно-то и не пользовалась, но все равно законы надо соблюдать. А я к избам всегда отношусь очень уважительно. Тут мыши каремат погрызли. Надо смести. Ведро перевернула. Тоже надо, чтобы ведра были перевернуты, чтобы туда ни мышь не залезла, ни на дне остается вода, бывает, и потом дно ржавеет. Лучше перевернуть, чтобы все высыхало, стекало. В принципе, стол чистый, я его и не морала, но все равно лучше протереть, чем не протереть.